Шалом всем! Сегодня обсудим предстоящую новинку, игру Пионер. Данный проект я увидел первый раз в конце ноября 2023 года и сразу же заинтересовался им и решил сделать данный ролик. Ведь если ты зашел сюда, то тебе так же, как и мне, интересно, что же это за игра. Так давай же, я тебе расскажу, какую информацию достал про эту игру на поприщах интернета. Поставь свой радиоактивный лайк и подпишись на канал, а мы начинаем. Пионер представляет собой шутер от первого лица с элементами ролевой и многопользовательской онлайн-игры. Она будет реализована в режимах PvE и PvP, разработанной компанией JFA Games. А студия, можно сказать, что она была основана в 2017 году, бывшими разработчиками Stalker 2 Сердце Чернобыля. Поначалу мы могли слышать о таком проекте как Reborn, но в дальнейшем разработчики поменяли название. По информации, от 2021 года созданием Пионер занимаются примерно 25 человек. Разработка идет на движке Unreal Engine 4. В ноябре 2021 года компания Tencent, которую, я думаю, вы все знаете, приобрела большую часть акций JFA Games, а спустя месяц совладатель JFA объявил, что игра выйдет в 2022 году. В дальнейшем релиз был перенесен на 2023 год. 1 июля того же года разработчики JFA Games сообщили, что озвучкой игры занимается Games Voice, а композитором игры станет Игорь Мадлинский, который принимал участие в разработке StalCraft. В это время штат разработчиков увеличили, люди из разных стран стали участвовать в проекте. За главную музыкальную тему игры будет отвечать Ансия Орчестра, если я правильно произнес, если нет, поправь в комментариях. Также разработчики сообщили, что они закончили работать над 5 крупными поселениями, о которых мы поговорим далее. Глава студии JFA Games Александр Никитин 8 августа 2023 года в диалоге со StopGame.ru заявил, что Пионер уже находится на стадии полировки. Он также сообщил, что в студии работает более 100 сотрудников России, Украины, Таиланда, Казахстана и Армении. Было отмечено, что студия не озвучивает даже приблизительные даты релиза игры, чтобы не обманывать игроков. А уже в ноябре 2023 года нас ждала грустная новость. Релиз Пионер перенесли на 2024 год. Многим это не понравилось, судя по комментариям из их пабликов ВК. Но многие поддержали данную инициативу. Конкретно данный комментарий даже мне захотелось прочесть тебе. Хочу напомнить игрокам релиз Киберпанка 2077. Только CD Projekt Red было простительно, потому что это уже ветераны в игровой индустрии, выпустившие 3 успешные игры по Ведьмаку. С каждым патчем игру доделывали. У разработчиков Пионер вряд ли будет такая возможность. Даже если они выпустят сырой проект, доделывать вряд ли будет смысл, ведь есть вероятность, что игру забудут и вряд ли патчи заставят игрока вернуться. Поэтому первый проект студии лучше сделать по максимуму качественно. И нам хорошо, и разработчикам. Обидно будет, если такая амбициозная студия закроется сразу после своего первого релиза. Со своей колокольни хочу сказать только одно, что я всегда считаю так. Лучше поздно и качественно, чем сейчас и сыро. Ладно, про разработку и разрабов мы в целом получили достаточно информации. Давай перейдем конкретно к тому, что нас ждет в самой игре. Данный проект предлагает игрокам уникальную возможность окунуться в постапокалиптическую атмосферу, где нужно бороться за выживание в опустошенном мире. Игровой персонаж для поддержания сил должен есть и отдыхать. Мне кажется, что данный аспект очень тонко надо настраивать, ведь он может убить всю игровую атмосферу, если рот твоего персонажа будет сразу пришит к жопе, и жрать он будет раз по 10 на дню. А с другой стороны, если он будет изредка хотеть поесть, то эта механика как бы аппендикс, ненужная. А если с привязкой к ХП, как в Ведьмаке, то в целом пойдет. Размер игрового мира в Пионер сопоставим с размерами карты Stalker Зов Припяти. А вот тут добро пожаловать в комментарии. Я играл в Stalker первый раз, году это в 2017-м. Часа 2 и не более я наиграл.
Так что фраза «обоссы, но не бей» идеально подходит сейчас. Ведь фанаты данной игры именно захотят это и сделать. Побить и обоссать. Ну да ладно, давай к карте. Я воспользовался сложными вычислениями, расчетами и пришел к выводу... Да ни к чему я не пришел. Я просто загуглил и увидел, что размер игрового мира будет 50 квадратных километров. Весьма неплохо, ведь размер того же Скайрима 30 квадратных километров. А теперь главное. Мы не знаем насыщенности этого мира и не узнаем до релиза. Разработчики этой информацией не делились на момент написания ролика. Или я тупой и просто ее не нашел. Что наиболее вероятно на самом-то деле. Действие игры происходит на изолированном острове времен СССР с повышенным радиационным фоном, который ранее использовался для обслуживания сети бункеров и лабораторий. Локаций много. Город из контейнеров под названием Тетрис. Здесь собраны самые разные отбросы общества, которыми управляет местный главарь. Также, по словам разработчиков, самый необычный город-пионер — Нерифон. Он располагается на гигантском дереве в самом сердце территории, именуемой Грибной равниной. Болота и пустоши, разные подземелья и все в таком духе. Остров населен дикими животными, мутантами и аномалиями. Население острова разделено на 4 фракции, и разумеется мы можем быть на стороне одной из них. Пользователь будет иметь возможность взаимодействовать с фракциями, строить с ними отношения и повышать уровень их лояльности. От уровня лояльности будет зависеть количество получаемых бонусов. Как я понимаю, эти бонусы являются пушками или даже скорее их модулями, ведь в игре будет указан рейтинг и редкость снаряжения, точность и урон оружия. Создание собственного оружия будет производиться из подручных средств, артефактов или энергии аномалий при помощи станка или верстака, что меня и подтолкнуло на мысль, что именно при прокачке репутации вы будете получать те или иные модули для улучшения своих стволов. И да, как ты уже понял, в игре можно крафтить и улучшать свои пуколки, разные обвесы и все в таком духе. Короче, мини-ган-порно. Даже не думай, это все еще не дотягивает до Таркова. Но в целом, для такой игры это и не нужно. Визуал. Честно, на этот аспект я не хочу тратить много времени, ведь каждый сам для себя решает, кому что нравится. Кому-то старый Doom с его старой картинкой, а кому-то подавай Киберпанк, где у тебя RTX и все в таком духе. Это вкусовщина. Но что я могу отметить, что графика тут неплохая, стилистика клевая, с толкачам зайдет. Но я больше вспоминаю о Hunt Showdown. Короче, графоний мне понравился. Давай перейдем к озвучке, потому что мне, что моему хорошему другу озвучка очень зашла. Она... не знаю даже, как это сказать. Она своя, что ли? Самобытная. Ну, понятно, да, что делают русские, но вот есть какое-то, знаешь, теплое ощущение дома, что ли. В общем, послушай. О, заветное пробуждение. Мой ценный клиент наконец ожил. О, мы нашли вас посреди нового прилива и разбитого каравана. Вы были окутаны сворой синих огоньков. Каждый перегон я изнываю от страха. Работа караванщика нелегка. Время! Так что если не понимаешь, мой великий замысел, то стойчался! Не знаю, как тебе, но мне озвучка зашла. Также звуки выстрелов, удары ножом. Классно, классно. Мне нравится, правда. Напиши свое мнение в комментариях, как тебе звуки, озвучка в целом. Звуковое сопровождение данной игры. Еще разработчики сообщили, если у тебя выбраны разные фракции игры, да, то есть, грубо говоря, там, предположим, я не помню точно какие фракции, но у нас есть сепаратисты и наемники, да? Ты проходишь одну и ту же миссию за сепаратистов, то у тебя будет играть одна музыка. А если ты будешь проходить эту же миссию за наемников, то будет играть другая музыка. И на фоне всего этого видео играло два разных трека.
2 разных трека. Ты мог не заметить, но нарратив один и тот же, а исполнение отличается. И это прикольно. Я не хочу, чтобы этот ролик был очень длинным и затянутым. Мне кажется, я уже предоставил достаточно информации, чтобы заинтересовать тебя данной игрой. Большую информацию ты можешь получить на их паблике ВКонтакте или на YouTube-канале. Они предоставляют очень много информации по своему проекту. И это круто. Они делятся этим со своей аудиторией. Так что я надеюсь, что мы с тобой как-нибудь пересечемся на просторах пустошей. Также не забывай подписаться и на мою группу ВКонтакте. Она у меня есть и в Телеграме. Хорошего тебе дня и запомни, что лучше поздно и качественно, чем сейчас и криво.